Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду готовить белевскую пастилу без сахара. Рецепт очень простой, но придется повозиться, так как приготовление пастилы требует времени. Для белевской пастилы лучше использовать яблоки кислых сортов. Например, Антоновку, но у меня ее нет. Поэтому буду готовить пастилу из яблок разного сорта со своего сада. Яблоки я предварительно помыла и просушила. Удаляю семена и делю на две части. Кладу на противень, застеленный пергаментом срезом вниз. Вес очищенных яблок 1 килограмм. Можно при желании запекать яблоки целиком, только оборвать плодоножку. Отправляю яблоки в духовку при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз. Буду запекать их до мягкости, примерно 50-60 минут. Перекладываю яблоки в подходящую емкость, у меня это кастрюля, и пюрирую погружным блендером. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Чтобы избавиться от кожуры, перетираю яблочное пюре через сито. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Низ сита очищаю ножом. На миску положила мелкое сито и выкладываю пюре. Остывшее пюре накрываю крышкой и убираю эту конструкцию в холодильник на ночь, чтобы избавиться от лишней жидкости. На следующий день я достала пюре из холодильника заранее, чтобы оно немного нагрелось. Вот сколько жидкости стекло. Перекладываю пюре в чашу планетарного миксера и взвешиваю его. У моего миксера есть такая функция. Из 1 килограмма очищенных яблок получилось 475 грамм пюре. Взбиваю пюре на программе для взбивания яичного белка на максимальной скорости 2 минуты. Если вы будете взбивать пюре ручным миксером, то взбивайте его примерно 5-7 минут. Очищаю стенки миски от пюре. Оно посветлело и выглядит вот так. Добавляю белок 1 яйца и взбиваю еще 2 минуты. Я готовила пастилу с сахаром из такого же количества яблочного пюре, и объем яблочной массы был гораздо больше. Получалась почти полная чаша. Без сахара масса менее пышная. Взобью еще 2 минуты на 5 скорости миксера. Масса хоть и не сильно увеличилась в объеме, но взбита до пиков. Больше взбивать не буду. Вот такая масса получилась. Для приготовления пастилы с сахаром я использовала стандартное деко из духовки. Но объем этой яблочной массы небольшой. Пришлось брать деко меньшего размера. Его я застелила силиконизированным пергаментом. Если у вас такого нет, то хорошо смажьте пергамент растительным маслом, так как пастила прилипает даже к силиконизированному пергаменту. Выкладываю массу на деко и разравниваю, чтобы толщина слоя была одинаковой по всей поверхности. Забыла отобрать часть массы для склеивания слоев пастилы. Отбираю 7 столовых ложек. И заново выравниваю.
Отправляю пастилу сушиться в духовку с приоткрытой дверцей при температуре 60-70 градусов в режиме вверх-вниз, примерно на 5-6 часов, в зависимости от толщины слоя. Толщину слоя лучше не делать больше 1 сантиметра. Миску с отложенной массой накрываю крышкой и убираю в холодильник. Поверхность готовой пастилы должна слегка пружинить и не должна быть липкой. Но сильно не надавливайте, когда будете проверять. Пастила более нежная, чем бисквитное тесто. Моя пастила сушилась 6 часов. Слой тонкий, она осела. Снимаю ее с дека и оставляю для стабилизации на столе на ночь. Снимаю пергамент с пастилы. Края завернулись, придется их обрезать. Острый нож смочила холодной водой и обрезаю края. Пласт делю на 4 части. Миску с отложенной смесью я достала из холодильника заранее, чтобы она немного нагрелась. Теперь наношу ее на пласт и разравниваю. Сверху кладу второй пласт и слегка придавливаю. С остальными слоями процедуру повторяю. Переложила пастилу на деко, застеленное силиконизированным пергаментом. У меня осталось немного яблочной массы. Смазываю ею бока получившегося пирога и отправляю сушиться в духовку при температуре 60-70 градусов в режиме вверх-вниз на 3 часа. Даю пастиле постоять при комнатной температуре примерно 6 часов. Нож с пилкой смочила холодной водой и делю пастилу на 7 частей. Вот так выглядит пастила в разрезе. Как я не старалась красиво собрать пирог из листов пастилы, но этот край получился неровным, и я решила его не обваливать. Я смешала в тарелке 1 столовую ложку сахарной пудры с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала и обваляю в этой смеси пастилу. Вы при желании можете обвалять пастилу только в сахарной пудре. Обваливаю пастилу, а остатки пудры стряхиваю. Вот такая пастила у меня получилась. Она вкусная и без сахара, но готовится не быстро. Зато результат вам точно понравится. И от такого подарка на Новый год вряд ли кто-то откажется. Если вы захотите приготовить пастилу с сахаром, то добавляйте сахар из расчета на 1 кг пюре 100 г сахара. И сначала взбейте яблочное пюре с сахаром, а затем добавьте яичный белок. Хранить пастилу нужно завернутой в пергамент, в сухом месте. Я храню пастилу в кухонном шкафу. Приготовьте белевскую пастилу по этому рецепту, она вам точно понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!